Всем привет! Любопытная тема мне недавно попалась на глаза на европейском форуме. Европейцы недовольны русскими премейдами и просят Blizzard что-то с этим сделать. К этому мы еще вернемся, а пока небольшая предыстория. Несколько месяцев назад, когда на серверах открылась новая, вернее слегка забытое старое поле боя Альтаракская долина, это было событие. Для игроков оно давало новые возможности. Очень сильное милишное кольцо, которое на текущей фазе практически не имело достойных аналогов. Доступное двуручное оружие для тяжелых милишников. Великолепные оффхенды для кастеров. Ну и, конечно же, недорогой и для кого-то даже красивый маунт, стоящий 640 золота, позволяющий сэкономить на покупке 100% маунта. В общем, репутация, получаемая на Альтаракской долине, была очень и очень полезная. Да и новичкам Альтарак позволял на первых порах влиться в PvP-движуху, не особо выделяясь своим зеленым гиром, ну или даже небольшим уровнем. Да, Альтарак в своем роде уникальное поле боя, позволяющее начинать с 51 уровня, участвовать наравне в сражениях с максимальными 60 уровнями. Первые дни появления Альтарака были запоминающимися. Я прокачал репу буквально за 2 или 3 дня, винрейт Альянса был примерно 90%. Все сводилось к тупому блицу. Все бежали на ласта, аккуратно его выпуливали, и бой завершался примерно минут через 7-8. Мне было несколько обидно за Орду. Как это вообще так? У меня на эту тему даже вышел ролик, где я немножечко прошелся по близам, которые, как мне показалось, выпустили несбалансированный Альтарак. И обещанные замесы и баталии с привлечением дополнительных сил остались в прошлом. Настало время тупых блицов. Но я очень ошибался. Прошла неделя, сильные ПВЕ игроки получили свой заветный экзальтат и на АВ ходить перестали. Качество Альянса слегка просело. И, что еще важно, Орда научилась играть против таких стратегий. Положение на поле боя повернулось в обратную сторону. Вин-рейт резко сместился в пользу Орды. Теперь выигрывать неорганизованную Альянсу стало очень сложно. А организоваться на Альтараке тоже непросто. Поскольку, во-первых, даже если вы возьмете на себя командование, не все игроки адекватно будут воспринимать команды и больше заниматься своими делами. Кто-то квестики делает, кто-то там занят обычным ганком на дорогах. Для кого-то вы просто не авторитет. Но с какой-то радости я должен выполнять команды какого-то ноунейма из чата, кто он такой, чтобы указывать мне делать. В довесок к этому, Альтарак никогда не планировался быть организованным. На него, в отличие от того же Варсонга или Арати, нельзя зайти рейдом. Максимум группа из 5 человек. А доны не в счет. Возможно, раньше это было доступно использовать какой-нибудь АВ-наблер, ставящий весь рейд в 1 секунду на БГ, но сейчас его не используют. Да и тяжело будет попасть всем на одну БГ, потому что европейский пул игроков очень большой. Одновременно стартуются или проводятся около сотни альтараков, и нет гарантии, что вас закинет в тот, на который вам попасть хотелось бы. Так было на старте Альтаракской долины до того времени, пока не произошло одно событие. Я рассказывал в одном из видео, как европейцы были недовольны русскими игроками. Как меня репортили сходу, как только открывались ворота. Да, не шучу. Открываются ворота, и на мне тут же висит дебаф АФКшника. И чтобы меня не выкинуло с БГ, мне приходилось время от времени бить какого-нибудь барана или волка, чтобы слетел дебаф. Причина репортов — русский ник. Да, европейцы, видя нечитаемый ник, стремились тут же от такого игрока избавиться. Ситуация вылилась в масштабное недовольство, которое докатилось до самих близов. Основным аргументом было то, что русскоязычные игроки не понимают общую стратегию. С ними невозможно общаться на поле боя, и сами европейцы не понимают то, что пишет большинство русских. Если вы общались на БГ на английском, молодец, но я хочу вам сообщить, что вы были 1% от общей массы русских игроков, которые общались на своем языке. Проблема была понятна. Blizzard сигнал принял и вуаля. Русскоязычная группа серверов отделена от общей группы Европы. То есть одна фракция находится в рамках своей языковой группы, в то время как сражаться они могут с кем угодно, с абсолютно любой серверной группой. Что из этого вылилось, я вам сейчас расскажу. А получилось так, что PvP-сообщество русскоязычных серверов могло общаться между собой и, самое главное, исходя из все же немногочисленного количества русских PvP-игроков, попадать вместе и координироваться. Сами того не понимая, европейцы оказали нам услугу. Для русскоязычного альянса это даже дало еще больше возможностей.
Ну, поскольку мы знаем, активных PvP игроков среди Орды значительно больше. И, соответственно, у Альянса противник находится быстрее, очередь, естественно, короче. То есть в прайм-тайм примерно каждые 5 минут стартует новый Альтарак. Ну и каждые 5 минут он стартует именно для русскоязычной группы игроков, к которым не подмешивается никто из европейских серверов. А если мы играем с одними и теми же ребятами, то нам ничего не мешает наладить голосовую связь, наметить стратегию успешного завершения БГ, и что самое главное, в авторитете рейд-лидера никто не будет сомневаться, и по мере сил выполнять его команды. Что действительно хорошо, в русскоязычном сообществе нашлись игроки, готовые были взять на себя ответственность за организацию и координацию на Альтараке. Был создан Discord-сервер, куда были приглашены игроки, заинтересованные в успешном проведении боев на Альтараке. Что самое интересное, игроки не были привязаны к определенному серверу. Да, чтобы быть частью премейда, не обязательно быть с какого-то одного сервака. Достаточно просто при проке БГ, выбрать комнату с номером БГ, или зайти в ту комнату, какую укажет рейд-лидер. И все, вы уже в приме. Разумеется, у участников Discord есть правила, которые он обязан соблюдать. Правила, собственно, такие же, как и в любом обычном приме. Слушаться РЛ, не слакать и иметь необходимые требования по экипировке. Ничего сверхъестественного. Discord называется Альтарак с ограничениями. Для того, чтобы игрокам Дискорда чаще попадать друг с другом, есть нюансы, которым тоже надо следовать, об этом написано в правилах сервера, с ними можно ознакомиться, но сегодня не об этом. Как минимум половина игр, если не все игры на Альтараке, выигрываются благодаря рейд-лидерам Дискорда. Европейцы заметили подозрительно грамотную игру русских игроков и, естественно, заподозрили неладное. Поскольку я среди европейской орды очень редко замечал каких-то осмысленных действий, в большинстве своем орда играет не на победу, а по фану, либо у них просто не всегда присутствует понимание, что вообще нужно делать, какие точки захватывать, какие защищать. Исключение русская орда, у которой какая-никакая организация присутствует, но попадаются они против русского альянса редко, и чаще приходится играть именно с Европой. И вот, возвращаясь к начальной теме ролика, европейцы выразили недовольство по поводу того, что русские абузят систему. Что благодаря тому, что их PvP-группа отделена от общей массы европейских серверов, они координируются и, о боже, используют, но это же очевидно, используют голосовую связь. Я когда наткнулся на эту тему, у меня челюсть отвисла. Опять эти русские. Сначала мы их отгораживаем из-за того, что с ними трудно общаться, выкидываем их из общей европейской группы, а теперь они до чего додумались? Объединились, чтобы успешно играть на Альтараке. Просто корень зла. Ну и по традиции, что делают игроки вместо того, чтобы заняться самим организацией? Требуют вмешательства Blizzard. Я общался с организатором Discord Альтарак с ограничениями, который мне пояснил, что европейцы вполне способны сделать нечто подобное. Ну, просто не хотят. Потому что, с одной стороны, тяжелая кропотливая работа по созданию грамотной системы, с другой – банальная лень. Настрочить жалобу Близам гораздо проще. Каковы же аргументы в том, что у русских хорошо, у Европы плохо? Оказывается, на БГ ходят не только нормальные PvP игроки, но и слакеры, которые не участвуют в сражении, стоят себе и лечат Хонор и Репу. А у русских таких нету. Нет, вернее есть, но они с ним всячески борются и следят, чтобы неблагонадежные игроки как можно меньше попадали с основным составом. Но, как это бывает, в семье не без урода. Я таких игроков встречал раньше на частных серверах, но не думал, что это вырастет такое массовое деградирование. Речь, естественно, о гильдии ПВЕ Драконы, которые решили на фоне успешных игр премейдов отметиться самим. Мне хотелось сделать отдельный видос по этой своре, но слишком много чести посвящать им столько времени, поэтому вкратце. Вся суть игры этой гильдии, чтобы не дать Альянсу выиграть. Начало стандартное: забрать у рандомного игрока РЛ, чтобы он не успел передать промоут нормальному РЛу. Ему там предлагают голд, уговаривают, всячески обманывают. Если это удается, начинается ложный спам в канал БГ, где игрокам сообщать деструктивную информацию, заставляя их отклониться от общей тактики. Идет троллинг, всяческие оскорбления. Я, если честно, не понял, за что игроков сходу называют баранами, если они выполняют требования рейд-лидера. Ну и под конец БГ, когда ударная группа занимает базу Орды, начинается обычное вредительство. Незапланированный выпал воевод с целью вайпа рейда. Выпал генерала, чтобы он сэвейдился и убить его было нельзя.
На старте WoW Classic я даже как-то расходил с этой гильдией в МК. Мне и в голову не могло прийти, что из этих с виду нормальных ребят образуется такая секта. Справедливый вопрос. Зачем? Зачем ПВЕ драконы это делают? Сами они прикрываются благородной целью. За честное ПВП. Там такая извращенная философия, что я даже не буду об этом говорить, чтобы пожалеть вашу психику. По факту же банальный троллинг и хулиганство. Зайти на БГ, заруинить катку, снять видосик о том, как у всех от тебя бомбит. Славу, как говорится, можно заслужить двумя способами. Быть самым лучшим, или быть самым конченным. Второй вариант, как оказалось, легче первого. Я выражаю огромный респект рейд-лидерам, которые в условиях, когда драконы мешают победе, все же выигрывают бой. Такой своеобразный хардмод. Не будем больше об этом, как говорится, рано или поздно всем достанется по справедливости. Вернемся к нашим европейцам. Недовольны, видите ли, они тем, что у них слакеры есть, а у русских нет. Разбавьте, пожалуйста, русские премейды никчемными игроками, чтобы было все по-честному. Вы знаете что, я думаю, что рано или поздно что-то такое воплотится в жизнь. Только если делать все грамотно, надо бороться не с русскими премейдами, а со слакерами и делать наказание за бездействие на БГ пожестче. Кстати, передаю привет моему коллеге-иммигранту. Дружище, 4 месяца бана уже вроде как истекли, пора возвращаться в бой. Blizzard, к сожалению, опасается какого-либо абуза системы автоматизации, поэтому вводят наказание за репорты очень осторожно. Хорошо это или плохо, им виднее. Вам я предлагаю написать в комментарии, достаточно хорошо Близы вычищают неблагонадежных игроков серверов. Или могли бы поактивнее этим заняться. Ну и опять же, европейцы рекомендуют против русских не играть, как они обычно это делают. Через полный деф и подвергая бою в длительную глину. Как прокомментировал один из игроков, защищаться от русских нельзя. Гораздо эффективнее просто их опережать. Что, кстати, довольно успешно использует русская орда, применяя выпал генерал через геолога. Но даже если и не получается выиграть у русских, то в чем трагедия? Когда проки с ними не такие частые. В остальном же у орды в целом между собой винрейт очень высокий. Пусть он будет стопроцентный, что ли, исключим русскоязычные сервера вообще. Но больше всего мне понравились слова одного европейца, которые я очень даже поддерживаю и напоследок вам процитирую. Что ж, я сам наполовину русский, больше, наверное, по духу. Я должен отдать должное русским, честно говоря, они работают вместе, они общаются в голосовом чате вместе, они бьют европейцев вместе. Тем временем в европейском чате русские, давайте проиграем быстрее, Blizzard забаньте их. И другие бессмысленные вещи. Психология поражения – это главная проблема европейских игроков. Если они ничего не получают бесплатно, то считают это несправедливым. Дело даже не в игровых ситуациях, а в том, что такой принцип распространен далеко за пределами границ World of Warcraft. Ну а я с вами прощаюсь, ребят. Не забывайте о подписочке. Всем всего хорошего. Не болейте.